Когда ходишь, тяжеловато дышать. Дышать полной грудью. Что такое булезная эмфизема легких? Гигантская воздушная киста, заполненная воздухом. И когда обычный кашель может привести к смерти? Чаще всего люди обращаются, когда развился пневмоторакс. Одышка и потливость, когда симптомы говорят о серьезном заболевании. И как сегодня торакальные хирурги в Казахстане спасают жизни малотравматичными способами. Мы разработали свою операцию экстраплевральный плевродез. Вы смотрите программу «Диагноз». Меня зовут Вера Захарчук. Мы здесь говорим честно о медицине. Здравствуйте. Когда ходишь, тяжеловато дышать. Спать тоже одышка будет. И пришлось сюда приехать. Это Испай Шанчербаев. Мужчине 48 лет. В Национальный научно-медицинский центр он приехал из Актау с жалобами на сильную одышку, которая нарастала с каждым днем, да с такой интенсивностью, что стала просто мешать ему жить. Дошло до того, что он не мог работать и спать. Я 2-3 месяца не мог спать, ходить там. Уже тяжеловато было. Одышка, боль в груди, потливость была. Одышка, кашель, боли в грудной клетке, скудные отделения мокроты, слабость – все это симптомы диагноза под названием эмфизема легких. При этом заболевания растягиваются и плохо сокращаются альвеолы – мешочки, в которых происходит газообмен между кровью и воздухом. В результате меньше кислорода поступает в организм и хуже выводится углекислый газ. Развивается дыхательная недостаточность. От такой гипоксии в результате могут страдать все органы. Человеческий организм состоит из 4 видов тканей. Мышечной, соединительной ткани, нервной и эпителиоидной. 50% это составляет соединительная ткань. И поэтому у этих людей не только там легочный может быть процесс, у них может быть особенности строения скелета, у них может быть такие заболевания, как сосудистые, как варикоз. У них может быть грыжи. Интересный факт. Пациенты, страдающие эмфиземой легких, часто имеют худощавое телосложение, неразвитую мускулатуру, искривление позвоночника и даже деформацию грудной клетки. Одна из разновидностей заболевания называется булезной эмфиземой легких. Это такая булезная болезнь, которую нельзя, кстати, путать с просто эмфиземой. Это заболевание, которое характеризуется наличием воздушных пузырей, сформировавшихся в легком. Эти пузырьки в легочной ткани, заполненные воздухом, называются булами. Диаметр их составляет в среднем 1-5 сантиметров. Они имеют тенденцию увеличиваться и прорываться в плевральную полость, сдавливая окружающую легочную ткань. Стенки их обычно растягиваются, становятся тонкими, поэтому могут легко разорваться. Булезная эмфизема может протекать незаметно до тех пор, пока не произойдет разрыв булы. В этом случае в плевральную полость попадает воздух. Данное состояние называется пневмотораксом и требует срочной операции, которая проводится торакальным хирургом. Коварство болезни заключается в том, что обычно ее поздно диагностируют. Чаще всего люди обращаются либо когда развился пневмоторакс, проявляется очень острым таким периодом, когда боль, одышка, кашель. А причина этого пневмоторакса в 95% как раз булезная эмфизема. Испай рассказывает, что за здоровьем старался следить, ежегодно проходил профосмотры, делал флюорографию, но никто из врачей патологию не видел. Проходил он, флюорографическое обследование, но дело в том, что эти тонкостенные образования булы, они иногда не фиксируются на рентгенограммах. Эта патология хорошо видна только на КТ, потому таким пациентам лучше делать компьютерную томографию высокого разрешения, а при сомнениях проводить диагностическую таракоскопию. При обследовании у Испая в центре обнаружили мелкие множественные булы по всему легкому, но самое главное, нашли гигантскую в правом легком, которая занимала 2/3 гемиторакса, огромный пузырь, который сдавил легкое. Практически это правое легкое было отключено. И воздух, который попадал в эту гигантскую булу, он не оксигенировался. Гигантские булы могут достигать 10-15 сантиметров в диаметре. Чаще они встречаются в верхних долях легких. Это гигантская прямо була. Она образовалась за сколько лет? Как он родился, с тех пор она и у него есть. Понимаете, не диагностирована была в детском возрасте, подростка. Еще работаю уже 30 лет, на полах там работаю.
Испай Шенджербаев работает на вредном производстве, буровиком в нефтяной компании, да еще и курильщик заядлый. В общем, имеет весь набор факторов для развития такого диагноза. А вообще булезная болезнь может быть врожденной, когда она передается генетически, и приобретенной, когда спусковым крючком могут стать множество факторов. Особенно важно с детского возраста. Знаете, все закладывается как бы в детском возрасте. Если ребенок болел какими-то вирусными заболеваниями, детскими инфекциями, у него уже может формироваться вот эти воздушные образования в легком. И в дальнейшем процессе жизни, если эти факторы внешние продолжают воздействовать, особенно считается важным фактором формирования булезной болезни – это курение. По статистике, в 15 раз курящие люди болеют чаще всего вот булезной болезнью. Ну, на втором месте производственные факторы, там, где имеются вредности. Пациенты обычно выкуривают больше 20 сигарет в день на протяжении 10-20 лет, прежде чем возникнут первые симптомы булезной болезни. Пассивное курение, кстати, тоже способствует развитию заболевания. Еще один фактор риска – это загрязнение воздуха. Развитию диагноза способствует и хроническая обструктивная болезнь легких, хобл, бронхиальная астма, вирусные инфекции дыхательных путей. Влияют и наследственные факторы, генетически обусловленная слабость соединительной ткани. У вас дети есть? Дети есть. Вот. Я к тому, что вы теперь не задумывались, может ли у них быть такая врожденная патология? Это может? Пока нету. Она, конечно, не передается по доминантному типу, а по рецессивному может передаваться через какое-то поколение. Но надо генетику, конечно, все равно учитывать и выбирать какую-то профессию. Игра на духовых инструментах тоже как бы это является противопоказанием. У некоторых же вот певцов, которые профессионально поют, у них развивается тоже. Но это должна быть предрасположенность, потому что само легкое по своей природе, оно образование мягкое, эластичное, но очень прочное. Заболевание чаще встречается у мужчин, чем у женщин. Кстати, 12% людей старше 30 лет в мире имеют различные булезные изменения легких. По статистике она очень распространена, и она никогда не меняется в сторону уменьшения. Напротив, последние годы отмечает рост во всех странах и составляет 4% от всего населения. Пациентам с бессимптомным течением булезной эмфиземы нужно лишь наблюдаться у врача-пульмонолога, избегать ситуаций, которые могут привести к разрыву бул, физического перенапряжения, простудных заболеваний. Необходимо безоговорочно бросить курить. Возможно использование консервативных методов лечения булезной эмфиземы, чем и занимался наш герой длительное время. Просто устранял симптомы. Начинался кашель, думал, что простыл, пил таблетки и снова на работу, даже не задумываясь о том, что при его тяжелой форме булезной эмфиземы он в любой момент мог умереть от удушья. Не излечивает эту болезнь консервативная терапия. Она направлена только на профилактику более тяжелых форм, предупреждения возможных осложнений. Формы такие, которые принимает эта болезнь в виде кист, являются показанием к операции. Чем, собственно, и занимаются в отделении общей торакальной хирургии Национального научного медицинского центра в Астане. Специалисты здесь применяют и высокоэффективные методы диагностики заболевания с применением спирометрической аппаратуры, рентгеновских и томографических методов, лабораторных анализов крови, включая специальные исследования процессов газообмена. И решают проблемы с помощью современных малоинвазивных лапароскопических методов хирургических вмешательств. Что именно делают врачи? Первое. Ювелирно удаляют опасное образование. Это те самые инструменты, с помощью которых одновременно и рассекают, и останавливают кровотечение. В данном случае еще и скрепляют ткань легкого специальными скобами, чтобы сохранить герметичность органа. А вторым этапом проводят, по сути, профилактику возможного возобновления болезни. Делают плевродез. Это процедура припаивания или искусственного сращения с помощью электрокоагуляции части периметра легкого со стороны плевральной полости грудной клетки. Но часто после такого метода бывают рецидивы, потому наши казахстанские хирурги разработали свой метод, вернее, значительно усовершенствовали уже известный. Мы, занимаясь этой проблемой, разработали свою операцию, так называемый экстраплевральный плевродез, который заключается в ушивании крупных бул, множественных бул. И для предупреждения рецидивов поверхность легкого еще дополнительно покрывается париетальной плеврой. Так вот, мы этой операцией пользуемся, потому что есть методы перевязки, ушивания,
резекции, коагуляции. Но они все чреваты тем, что не достигается стойкого аэростаза. Легкое полностью не расправляется. Нагнаивается, и это уже другая проблема. В общем, рецидивов много при обычных методах, да? При обычных при методе, вот, который вы изобрели, то есть там рецидивы бывают? Мы не наблюдали. Теперь, даже если в легком ЕСПА снова возникнет и разовьется та самая була, весь воздух, вышедший из пузырька, уже не сможет попасть в само легкое, а окажется изолированным в воздушной камере на месте стыка легкого и плевральной полости. Это и есть видеоассистированная торакальная хирургия, операция, выполняемая через относительно небольшие разрезы с помощью специальных инструментов и торакоскопа. Торакоскоп – это прибор в форме трубки, снабженной камерой. Он вводится через небольшой разрез в полость тела и позволяет осматривать органы, при этом получаемое изображение транслируется на экран монитора компьютера. Такой метод позволяет значительно сократить объем повреждения тканей по сравнению с открытой операцией торакотомии и является хорошей альтернативой традиционному хирургическому вмешательству, когда пациентам делают разрезы длиной 15-20 сантиметров. При торакоскопии всего разрезы будут 2,5 сантиметра. Потому пациенты встают после таких операций сразу же на следующий день и могут дышать полной грудью. После операции, чуть тяжеловато было. Конечно, тяжело протекал первый период послеоперационного. Сопровождалось бронхореей. Купировался этот эндобронхит такой продуктивный. И сейчас он дышит спокойно. После операции долго, да, находится здесь пациент? Он 7-е сутки у нас находится. Самые критические были 2-е сутки, 3-е. А сейчас вот я вижу, у вас дренаж, да, стоит? Да, пока еще он нужен для подстраховки, контроля и окончательного заживления поверхности легкого. Как долго эта вот трубка будет стоять? 9-10 дней вы с этим дренажом, да, с этой бутылочкой крутите, да? Но эта операция, она, видите, реабилитирующее направление. Она восстанавливает функции легкого. Конечно, не будет 100% восстановления, но все-таки полноценной жизнью вполне будет заниматься. Скажите, курить-то будете теперь? Курить не буду теперь. Человек скуривает 2 самосвала сигарет за свою жизнь. Курить брошу, наверное, же. Наверное, или бросим? Бросим. Слушайте, а если не бросить, будет рецидив? Возможно, потому что все равно бронхит будет поддерживаться, кашель, он все равно разрушает. В общем, вам доктор сказал, все, будет продолжаться бронхит, значит, опять сюда вернетесь. Да. Бросить курить едва ли не лучшее, что вы можете сделать для своего здоровья. При наличии легочного заболевания для курильщика это сделать жизненно важно. В первое время после отказа от сигарет кашель может усилиться, но это не должно вас пугать, ведь связано это с началом восстановления легких. И примерно через 4 недели состояние должно улучшиться, хотя иногда требуется и больше времени. Помните, отказ от курения имеет множество положительных сторон. Сразу улучшится функция дыхания, уровень оксида углерода вернется к норме в течение 24 часов. Снизится острота многих симптомов, в том числе одышки и хрипов. При астме или хронической обструктивной болезни легких улучшится восприимчивость организма к терапии. В случае астмы снизится частота обострений болезни и реже будет требоваться госпитализация. Ну а в долгосрочном эффекте улучшится общее состояние здоровья, повысится устойчивость к легочным инфекциям, снизится подверженность развитию различных видов рака, в том числе легких. Что касается полного запрета, это курение. Это чуждо человеческому организму. Потому что в более чем 300 компонентах табачного дыма содержатся вещества, которые ингибируют, принижают функцию ряда генов, которые вырабатывают противораковый иммунитет. В частности, это группа генов P53. Это не касается рака легких или рака губы, это области рта. Вследствие действия компонентов табачного дыма могут развиваться и рак головного мозга, и колоректальный рак, любой локализации. Просто запомните эту цифру – 8 миллионов. Именно столько человек ежегодно гибнет от последствий употребления табака. В эту цифру входят и так называемые пассивные курильщики. Более 1 200 000 людей умирают от последствий воздействия вторичного табачного дыма.